В этом выпуске не будет флористики, мультяшек и животных, но я подготовила для вас яркую абстракцию, а перед этим сделаю коррекцию акрилатиком, так что усаживайтесь поудобнее и хорошего вам просмотра. Сегодня буду делать коррекцию вот этим ногтем. С прошлого маникюра прошло 8 недель, но как видите, все относилось просто отлично. Конечно, я всегда говорю своим клиентам, что нельзя такое длительное время ходить без коррекции, но в душе просто не могу не радоваться, когда вижу такие результаты своей работы. Девочки, а ваши клиентки всегда приходят вовремя на коррекции? Или тоже есть клиентки, которые перенашивают материал? Делитесь своим опытом в комментариях под этим видео. Чтобы сделать красивые новые ногти, нужно убрать старое покрытие, так что снимаю старый материал. Для этого использую твердосплавную фрезу с диаметром 6,7. Это фреза с черным маркером, у нее супер грубая крестообразная насечка. Включаю свой аппарат на максимальные обороты. А как вы уже знаете, в своей работе я использую аппарат Marathon 3. Максимальное количество оборотов, которое выдает моя ручка, это 35 тысяч. Снятие почти всегда делаю на форварде, только в редких случаях переключаю на реверс, например, когда спиливаю себе материал на правой руке. Сегодня клиентка решила сильно длину не убирать, так что мне осталось немного пилкой сузить форму. Также сделать опил поверхности. Проверяю старый материал на наличие отслоек. Аккуратно пилкой прохожусь по натуральному ногтю. Моя задача просто снять глянец и поднять чешуйки ногтя. Чтобы мне было легко работать с аппаратом, в зоне кутикулы я обязательно пушером раскрываю проксимальную складку. Для того, чтобы прочистить все пазухи от омертвевших клеток, использую фрезу «Пламя» с острым носиком. Диаметр этой насадки 23, она с красным маркером. Работаю сейчас на 15 тысячах оборотов, сначала на форварде, затем на реверсе. Очищаю и приподнимаю зону кутикулы и боковых валиков. Теперь ножницами срезаю кутикулу. Устанавливаю ножницы перпендикулярно к обрабатываемой площади. Завожу нижнее полотно ножниц в зону синусов и маленькими шагами по 1,5-2 мм делаю срез. Вы очень часто в комментариях спрашиваете, что это за чудо-ножницы у меня. Это ножницы с согнутыми кончиками от Stylix, линейка Эксклюзив. Я уже нанесла вспомогательные жидкости. Когда праймер подсох на воздухе, приступаю к базовому покрытию. Наношу базу для гель-лака, наношу ее достаточно плотным слоем. Сушив базовое покрытие в лампе примерно 15 секунд, приступаю к выкладке материала. Для этого буду использовать акрилатик от Атика. Смоченной кистью в спирте разглаживаю акригель. Слежу за тем, чтобы твердый материал не выходил за границы базового покрытия. Отправляю в лампу на полную просушку. Вытираю липкость и приступаю к опилу. Когда пилю такую форму, то опил начинаю с выпиливания натурального ногтя из-под смоделированного. Для этого использую керамическую фрезу с диаметром 2,3. У нее средняя крестообразная насечка. И осталось сделать поверхностный опил. Пилкой 180 грит придаю форму свободному краю. Сглаживаю все мелкие неровности и переходы от искусственного материала к натуральному ногтю. Маленьким шариком с красным маркером шлифую срез, чтобы избежать появления заусениц. Но при этом мой аппарат включен на режим форвард и скорость примерно 5-7 тысяч оборотов. Ну и самое интересное, дизайн сегодня очень яркий и нестандартный.
Для дизайна буду использовать нюдовый оттенок от Атика номер 54, желтый, который сделала сама, и черный от Атика. Ну и еще много разных оттенков буду использовать для рисунка. Рисовать сегодня буду яркую абстракцию. Для черных контуров использую гель-краску. Все остальное рисую гель-лаками.
Когда закончила рисовать, перекрываю все ногти топом без липкости. Вот такой яркий маникюр у нас получился. С нетерпением жду ваших комментариев под этим видео. Пишите, как вам такой дизайн, и, конечно, принимаю предложения по поводу тем, которые вам интересно увидеть в новых видео. А если вам интересно, как я делала прежний маникюр, тогда переходите по ссылкам.